Вы на канале Польза.нет стримы, меня зовут Саня, основной канал Польза.нет, и сегодня мы будем с вами разбираться, стоит ли смотреть на смартфон под неймингом OnePlus Ace 3 или не стоит. Это первое. Второе, что мы будем делать, мы будем в него играть, разумеется, мы будем оценивать, насколько у него повысилась температура, мы будем оценивать у него, насколько у него изменилась яркость экрана от нагрузки, и, разумеется, обсудим как раз варианты блокировок, я расскажу, как все это дело проверять, я думаю, вам будет интересно. Ну и пишем, как микрофоны, как видите ли вы трансляцию или нет, и если видите, то... Отлично. Сейчас я поделюсь трансляцией. Я думаю, вам будет... Всем привет. Пишите, как микрофоны, как проблема с трансляцией, может быть, какая-нибудь. Напоминаю, что это OnePlus Ace 3. Разумеется, я не говорю его бежать покупать. Почему? Потому что это довольно специфичный смартфон. И однозначно говорить, что он стоит своих денег, я не могу. Сразу скажу, что учитывая все проблемы, сопряженные с его эксплуатацией. А мы помним, что OnePlus... Сейчас 5 секунд я поделюсь. Я, как всегда, стрим сделал и не поделился с людьми. Потому что народ не будет знать, а это место, в котором вам достаточно легко приходить и спрашивать у меня какие-нибудь вопросы по поводу железок и всего остального. Думаю, что вам будет комфортно. Мне будет комфортно тоже здесь ответить. Сейчас я быстренько поделюсь во всех социальных сетях, потому что прошлый стрим у меня слетел. Вот. И это не критично, но неприятно. Я думаю, для вас тоже. Так, я удаляю сейчас. Все. Что мы знаем о OnePlus Ace 3? В первую очередь то, что здесь классный процессор. Классный в прямом смысле. То есть здесь у нас стоит какой проц? Правильно, Snapdragon Gen 2. Насколько мы любим Snapdragon Gen 2? Мы безумно любим Snapdragon Gen 2. Почему? Почему неоднозначно? Разумеется, да, из-за возможного блока. Но эта штука у нас стоит всего там, относительно всего, но в долларах это примерно $380. При том, что если мы будем приобретать, допустим, его у продавца на той же Алишке, мы будем видеть, что здесь написано: есть система китайских приложений, которая не может быть удалена. То есть есть определенные приложения, которые вы удалить не можете. Вот сейчас я буду потихонечку удалять все при вас, и мы с вами проверим, что он не захочет уничтожать. Это раз. И два, если вас устроит картинка на данный момент Sony ZE, 5 секунд. В общем, Sony 10ZVE, то я могу такую же купить камеру для, я думаю, смартфона, и там все будет получше по картинке. Я не знаю, как OBS я настроил, хорошо ли или нет. Сегодня пробный стрим, скажем прямо. На новую камеру нет, ну да, технически на новую камеру, то есть, проще говоря, я купил себе новую камеру Sony для того, чтобы стримить. И она у меня не заработала. То есть у меня Sony FX3 камера, всем, кому интересно, я уже 6 лет на YouTube, но не умел стримить. Вот сейчас мой первый заход из разряда попытки стримить хорошо. Всем огромное спасибо, кто пришел. Не забываем прожать лайк, не забываем подписываться, не зря же вы пришли. Напоминаю, что есть телега скидок у меня. Завтра начинаются продажи Redmi. Asus ROG Phone 8 и 8 Pro здесь будет, если вам он интересен. То есть от вас зависит, буду ли я делать обзор одним кадром, где я снимаю на одну камеру и хожу с ним. От вас зависит, будет ли здесь стрим, подобный с прожаркой, где мы будем общаться. Кто-то, кто не любит данное устройство, будет приходить. Кто-то, кто продает, будет приходить и пытаться защищать. Либо просто любит, допустим, я люблю OnePlus. Он, кстати, разряжается просто безумно быстро. И в целом, я считаю, что это великолепная площадка для того, чтобы общаться. Просто единственное, я не хочу на основном канале Польза.нет, где 435 тысяч подписчиков, это делать. Как звук, как картинка, пишем. Мне кажется, лучше смарт большим кадром. Серс, я обязательно у вас спрошу. Вот сейчас спросил, хорошо. Смарт большим кадром будет, когда я благополучным образом переключусь на игровой режим. Вот. И тогда вы увидите и менюшки еще раз, и все остальное.
пока я сейчас общаюсь с аудиторией. Если вы не обратили внимание, канал небольшой, на данный момент ему 3 дня. Еще не все уверены во мне, что я буду стримить постоянно. Я еще в себе не на 100% уверен. Какого-то лешего у меня все еще осталось, кстати, лого не то, хотя я его поменял. Не забываем лайки, да. И все отлично, видно, слышно. Огромное спасибо Опоссум, что дошла. На Origin все удаляется рукой. Еще раз. Мы сейчас, вот, ColorOS у нас. ColorOS. Origin на OnePlus не бывает. Правильно? Мы сейчас общаемся по поводу OnePlus Ace 3. Фокус ловит сильно. Данил, сформулируйте. То есть не очень хорошо или нормальная картинка или нет. У меня есть другая оптика, у меня есть другие камеры. И я теперь понял, как это все дело подключается. Вот. Да, у нас основная миссия это прийти. Если вы хотите посмотреть, в принципе, обзор на этот смартфон, он, разумеется, будет на канале. Если вам интересно, на что я стримлю, я уже фотографировал это дело в свою личную телеграм-канал, он по ссылкам в описании. Напоминаю, те, кто зашел сюда вдруг. У нас сейчас домашние посиделки на, возможно, больше, чем 1 час. Мы будем обсуждать смартфон, который я купил, спасибо мне, как и много других смартфонов. Сегодня я рассказываю вам, что я уже купил еще Asus ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro. На один из них, кстати, мне производитель предоставил скидочку. Да, я уже дошел до того состояния, что мне дает скидки Asus. Притом они, правда, сами не написали. Они написали моим знакомым типам, которые написали, что типа возьмешь ли ты? Я сказал, что я скажу на стриме, ничего страшного со скидоном. И я удивлен, потому что они так писали уже года 3. Но это чтобы примерно понимать, как ко мне относятся производители. Но Poco и Redmi мне ничего не послали за последние год, наверное. То есть они обещают, а русские рекламщики, назовем их так, делают все, чтобы я это не получал. Они получают мои рендеры, но посылают другим блогерам. И это нормально. Поэтому все обзоры, которые выходят сейчас, возможно, я бы в них тоже был. Но меня там нет. И это хорошо. По этой причине мы можем сейчас с вами посидеть и пообщаться по смартфону, которого, мне кажется, ни у кого нет. И кто вряд ли будет бежать покупать его. Почему? Потому что Ace 3 может быть заблокирован. Так же, как мы с вами гоняли. Помните, Realme GT 5 Pro, вот их блокируют, если он не заблокирован, не разблокирован был покупателем. И как его, кстати, разблокировать на 100%, я сейчас вам скину в телегу свою личную. Мне продаван местный, который у меня выкупает смартфоны, послал инструкцию с OnePlus, как проверять, во-первых, заблокированы они или нет. И это большинство знают XDA форум, но кто-то может не знать. Поэтому сейчас я скину всем, кому интересно, в личную телегу ко мне заходите. Даже если вы не собираетесь там оставаться, просто переходите по ссылке. И там есть инструкция, как вам проверять, если вы купили OnePlus, заблокирован он или нет. Вот. Какие телефоны у тебя в лифте на фотке в руках? Я вам спойлерну, это X7 Ultra от OnePlus, это все 3 Poco, которые я купил, и это Redmi 13C. А что еще, вы узнаете завтра. Давайте так. На крайний случай, если обойти без нее, вообще супер. Так, следующий момент. Все, кто пришли, не забыли прожать лайк? Если забыли, все плохо. Ликбез. У меня есть телега скидок, там 104 тысячи человек, и да, она живая, там нет ботов, и даже если у меня есть подозрение на ботов, я человека удаляю. То есть часто очень там люди реально живые удалены, но вот такая телега скидок. Второй момент, это телега взаимопомощи, нас там 16 тысяч человек, уже 2000 забаненных, Опоссум быть добрее и всем остальным. Моя личная телега, где я как раз сейчас и скинул, как проверять OnePlus, и телега новостная, телега с примерами фото, там по 2000 человек, и все. И вот сейчас 3 YouTube канала, один для обзоров одним кадром, один для всех обзоров, и тот, который для обзоров одним кадром, для шортсов. И вот сейчас YouTube канал для стримов. Вот. Если я оформлю все это дело так, что мне будет нравиться и мне не будет стыдно, потому что в последнее время мне всегда было стыдно за ту картинку, которую я выдавал на стриме. Потому что сейчас я лучше картинку вижу. В принципе, мне можно даже 4К, наверное, выставлять. Ну ладно.
Не так все печально, нет, опоссум? Давайте, нет, сначала про этот смартфон. Вот смотрите, у нас здесь ColorOS. То есть, если у нас глобалка, это кислород. Но на кислороде будет, скорее всего, какой-нибудь, как у нас там был OnePlus 10T. Так вот, OnePlus 10T пока у нас отсутствует. У нас сейчас OnePlus Ace 3. И может быть 11T будет, но пока вот так. Никаких новых версий уже нету, новее, чем у меня. Экран, как вы видите, к сожалению, у нас закругленный. Опа! Не понял. Это про эту версию. Все, слава всему. Вы уже обратили внимание, да, что у нас рамка металлическая, мы по пластиковым вставкам это все определяем. Видите, у меня обучающий канал сразу. Помимо этого есть еще вот этот переключатель механический режимов звука, режим звонка, вибрации и все остальное. Кнопки без люфта. А теперь внимание, сейчас обращу ваше внимание на то, что недавно мы с вами гоняли OnePlus, точнее iQOO Neo 9 Pro на 9300 процессоре, у которого была пластиковая рамка, у которого не было телевика. Здесь, кстати, его, по-моему, тоже нет, кстати. Но у него был ультраширик на 4К 60 FPS. Здесь ультраширик есть, но только на 1080p 30 FPS. Если брать основной модуль, то, разумеется, у нас телевика здесь нету. Ну, его и не обещали, поэтому никаких претензий. То есть, зато у нас есть ультраширик, довольно скромный. Ну и ладно. Может быть... Не, все это ультраширик и датчик глубины. Кратко по фронталке сразу, пока я не забыл. 1080p 30 FPS максимальное разрешение у фронталки. У основного модуля, кстати, почему-то 8К нету. Хотя, по идее, процессор тянет. Почему, как вы думаете, они 8К не добавили? Стримы здесь будут только по прожарке. Может быть, обзоры на сейлы тоже. Да, это канал для стримов. Здесь будет консультации. Здесь я буду рассказывать, пока у меня есть желание. Я думаю, у меня, ну вот я сейчас проверяю, есть ли у меня аудитория. То есть сейчас я вижу, что 71 человек пришел. Я надеюсь, что аудитория есть. Если будет 100 человек в онлайне, то есть мы доведем эту цифру до 100, как я говорил раньше на Твиче, я буду просто из себя жило тянуть, чтобы это было у нас системно. Как вы видите, смартфоны я покупаю все. 13T Pro можно менять на ROG Phone 8, только если ты собираешься покупать игровой смартфон. То есть он игровой. Что у нас еще интересного? Никаких вот... Такая же, кстати, лабутень со сборкой. Никаких щелей здесь нет. Есть тут щели. Есть щель вот здесь. То есть, кто понял, вот здесь вот маленькая щель есть все равно. Что это такое вообще? Давайте я попробую, может, листик засунуть туда. Но это какая-то дичь. Надо потоньше листик. Мне кажется, этот листик не залезет. Ну ладно. Если залезет, это будет, конечно, вообще абзац. Это можно запомнить, что OnePlus мне больше никогда не напишет. Нет, все, залезает. Залезает. Ну, давайте-ка. Это мне не OnePlus написал. Я не думаю, что заблокированные смартфоны они кому-то будут посылать. Так, тихо. 5 секунд. Да, вот видите, уголок заходит туда. И, может быть, я потом протестирую еще как-то. В общем, в целом, дальше. Симка у меня внутри. Сейчас я вам покажу, что лоток у нас по 2 сим-карты. Все стандартно максимально. Помимо этого, у нас, к сожалению, не прямые грани. Как у меня многие пишут, кстати, почему-то, что когда я говорю, что прямые грани круто, они закрывают ролик. А-ля. Муравьи есть. Инфракрасный порт у нас в наличии. И в целом все хорошо. Но пора нам начать что делать? Правильно. Данное устройство мучить и тестировать. И для того, чтобы его мучить и тестировать, нам необходимо, разумеется, взять вот такую вещь, как фонарик. И, кстати, вот еще один объектив, кто разбирается. Напишите мне, какие еще объективы взять или какие для стримов камеры. Я говорю, для меня это интересно. Вот у меня спрашивают, как у меня... Видите? Все увидели? У нас спойлер до. Я, кстати, напишу продавцу. Но я сейчас не про это хочу сказать. Я хочу сказать, что вы сейчас видите эту запись
надпись. Но у меня продавец, когда проверял вот перекуп смартфон, он сказал, что смарт разблокирован. То есть мы сейчас вот проверим через меню разработчика, разблокирован он или нет. 5 секунд. Там кодами. Кто помнит, какие коды надо вбивать? Есть прикрепленные комментарии. Unlocked. Да, вот. Simlock. Вообще симка разлочена здесь. И еще и блок вообще замечательно. Но вообще нет. Вообще блока здесь нет. В этом и прикол. Я сейчас вам покажу, что здесь надо вбивать. Смарт разлочен. В этом-то и прикол. И звонок проходит. Но почему-то он приходит сообщение. Вот. Почему-то приходит сообщение. Я так и не понял. По-моему, здесь код. Я написал. А может, и не написал. Не, я по сути не написал его. Я по сути сфотографировал, а фотку уже не вижу. Да. Фотку я удалил. Что за беда-то? Ладно. Может быть, кто-то, кто придет, порыскайте сейчас вот в этой ссылке, вы увидите в форуме код. И по этому коду, если вам не лень, напишите потом в чат, я проверю. Чуть позже заблокируют через 3 дня. Гатита, ну мы проверим. Я говорю, я для этого, в принципе, и создал YouTube канал. Что мне продавец ответит, как его разблочат. Потому что Realme GT 5 Pro мне разблокировали не по коду. И он был реально разблокирован надолго. Вот. Так что вы только что увидели. Но, смотрите. Допустим, звонок. По-моему, экстренные вызовы тоже не должны работать. То есть, если я правильно понимаю, но обычные вызовы, смотрите. 8800, допустим. Вот. Cold failed. То есть вот так. Всю магию убил с самого начала, правда? Но это все лирика. Не лирика. Мы все равно будем его тестировать. Почему? Потому что все равно он появится очень вероятно в глобалке. Плюс я, скорее всего, разберусь, как его разблочить и расскажу еще в ролике. Вот она максимальная яркость. 1300 люксов. Это прям круто. То есть 1300 люксов яркость. Без всяких там особая яркость, включения каких-то супер режимов. У вас реально 1300 люксов яркость. Это прям супер. По поводу редмиков, скорее всего, 1013 будет. И мне кажется, они будут сбрасывать, но не факт. Нет, мобильный интернет работает. Вот обращаю внимание. Отключаю Wi-Fi и заходим в Google. То есть мы смотрим. Даже то, что не прогружено, он прогружает. Вы не видите. Вот. Он прогружает, притом Wi-Fi отключен. То есть мобильная связь работает. Это, еще раз повторяюсь, не пиар. Те, кто смотрит мой канал, и как сегодня я защищал iQOO Neo 9 Pro в своем чате по поводу Бенда 20. Хотя мне глубоко все равно на этот iQOO, потому что я его не советую. И это какой-то сюр, конечно, когда ты не советуешь смартфон и пытаешься убедить, что 20-й Band не нужен особо многим. Очень мало кому нужен. В общем чате, кстати, посмотрите по поводу чего. В общем, 5500 мАч у нас зарядка, 120 Гц экрана. Сколько он выбил в PC-марке, я расскажу вам в обзоре. А то всю интригу уничтожу, да. Если говорить про всякие приложухи, что мы не можем удалить здесь? Я пока не знаю, но скорее всего будет проблема вот этих вот всплывашек из разряда популярных новостей, мне кажется, но не факт.
Опять же, сам продавец предупреждал, что это возможно. Если говорить про все фото и видео, фотки и видео я скину с него уже сегодня в своем личном ТГ. Кому-то, может быть, будет интересно. А сейчас мы с вами проверим максимальную яркость. И будет ли он сбрасывать ее через какое-то время. Вот. 5 секунд. Я думаю, все помнят как, да? Берется фонарик, включается, и мы бьем по диоду. Стоп. 1900. Как-то скромно. На Neo 9 Pro было 2000 люксов. Понятно, что ну как бы это попремиальное должно быть устройство. Хотя оно дешевле. Напоминаю, S3, поэтому он и дешевле, потому что может быть головняк с блокировкой. И как быстро он будет сбрасывать обратно? 1300. Ага, видите, как интересно? А, это автояркость, все правильно. Вот поэтому интересно. Если по поводу бендов, здесь у нас нет 7-го, нет 20-го бенда, есть только 3-й бенд для 4G. И это прям совсем печально. Не забываем прожать лайк. Еще раз, я прекрасно понимаю, что данный стрим, он больше рассчитан на людей, которые интересуются либо моим каналом, либо в принципе техникой. То есть рассматривать по-серьезному это устройство можно только в случае, когда ты уверен, что эта штука будет разблокирована без проблем. Видел, сегодня представили на глобале OnePlus 12R, глобальная версия третьих. Не видел OnePlus 12R. Вот сейчас я буду это дело покупать тогда. Спасибо. Ну, во всяком случае, искать. Ну, зато мы теперь знаем, что мы через слэш напишем, что это OnePlus 12R. И технически это будет тот же самый смарт, кстати, наверное. Такой же смартфон на глобалке, когда написано, нет? Ну, под него только всякая лабутень, а пока смартов нету. Ну ладно, я думаю, завтра появится. На глобалке $500. Ну такая разница приличная, потому что этот получается 390 где-то. Вот. 499, 500 баксов. Прилично. Да, Gen 2. Все, Ctrl-C, Ctrl-V. Угу. Нет, да. Можно через слэш писать название. И вот вам обзор на OnePlus 12R сразу, только он не заблокированный. OnePlus 12R. Будет ли этот разблокирован, мы увидим. По поводу разрешения экрана. Стандартное и высокое. Мы высокое ставим всегда. Адаптивное улучшение деталей отключаем, потому что мы будем сейчас его тестировать в играх, правильно? Мы же не оставим его просто так. Вы ничего не видите, потому что слишком высокая яркость. Уменьшаем яркость. Когда в играх будет, вы все равно будете видеть. Можете не беспокоиться. И моего лица вы почти не будете видеть. А про это тоже можете не беспокоиться. Не забываем прожать лайк. Старт продаж 6 числа. Ну хорошо. А у нас уже устройство в руках. Ей! Дальше. Понеслась. Что у нас еще интересного? 3D Mark, по-моему, я его прогнал только в слингшотах. Могу включить ради интереса на Wildlife Extreme Stress Test. Если вам интересно будет, включить или нет. Я пока поотвечаю на вопросы, пока он будет гонять. Но гонять он будет долго. Зато мы увидим, он вырубится или нет, и будет он греться или нет. Плюсики, если отвечать на вопросы, и не плюсики, если не надо. Минусики, если идем дальше. Пока я иду дальше, чтобы вы понимали. Gen 2 волшебный вообще процессор. 1 600 000. Вот что еще надо, да? Вот что еще надо? Ничего. Все по фэншую вообще. Мультитач. 10 пальцев волшебно, быстро. Да что же вы... Хорошо. Хорошо, договорились. Я своим противным смехом обозначил, что если вам интересно, то будем это делать. Дальше. Стресс-тест не проходил. Он у меня вылетел в стресс-тесте. Я в телеге взаимопомощи об этом рассказал.
Он у меня вылетел в стресс-тесте. Окей, тогда я включу его на, по-моему, Wildlife Extreme стресс-тест. Или Wildlife. По-моему, Extreme стресс-тест. Окей, и пообщаемся как раз. Сейчас посмотрим, если он пойдет по прогонам, то значит все окей. Если нет, то значит я что-то не то включил. Но мы все равно, да, пошел по прогонам. Мы все равно с вами узнаем, будет он греться или нет. Кондиционер выключаю или нет. Он без чехла, напоминаю. Насчет Oppo Find X7 не пришел. Нет, не пришел. X7 Ultra пришел. А посум, что смешного? Что мы будем мучить смартфон бедный? Он, кстати, не на максимальной яркости сейчас гоняется. Давайте-ка усложню ему задачу. Если что, пусть еще раз. Ну, ничего страшного, еще раз лупанешь. Да? А то что это такое? Вы, если что, увидите, что он вылетел. Потому что так не делается. Вот теперь уже можно. Он адаптируется. Даже могу ему упростить задачу, знаете, до какого? До какого периода? 5 секунд. Мы его поставим на ребро, чтобы мне не сказали, что я его слишком сильно... Хотя вы и так видите. Нет, ну, ух ты, ёшки. Я его так уже бросал просто. Я был уверен, что ему придет благополучный конец. Но пока не пришел. Все. Он вот в максимально комфортных условиях. Кондиционер работает на 18 градусов. Смартфон гоняется на подставке металлической, которая будет помогать теплоотведению, потому что у него металлическая рамка. Потому что, еще раз повторяюсь, он у меня в стресс-тесте Antutu уже вылетал. Саня, подскажи, что лучше, Neo 9 или Poco Neo 8? Ну, я не хочу с прошлым, Эмиль, сравнивать с смартфоном. Вы понимаете, что это некорректно. Почему? Потому что есть Neo 9. Да, и Neo 9, и это аналог X6 Pro с точки зрения стоимости, там не особо большая разница. Да, вы сейчас можете сказать, что Саня, у X6 Pro можно купить за 26, но вы же не купили еще. А пока вы думаете, их там оставалось 8 штук, может они уже кончились, тогда он стоит 29, а тот стоит 31. Neo 9 лучше, но не Neo 8. Не в плане, просто потому что эта модель не свежая, понимаете? Потому что Neo 9 будет просто продавать, пока не вышел Neo 10, если вы разочаруетесь. Вот. А X6 Pro будет просто море сейчас везде. Новый смартфон, как мне написали, Саня, какого лешего ты превратился в человека, который просто советует, как что легче продать. Ну так оно и есть. Когда ты просто-напросто постоянно покупаешь девайсы, а сейчас очень много сидит людей на этом. Ты покупаешь, продаешь, покупаешь что-то новое. Как с машинами. Но это что же такой же вариант. Кстати, вот на это у меня уже есть шортс. Не шортс, а в телеге скидок штука. И как мне правильно написали, ну не за штукарь же его покупать. Эта штука есть по 24 тысячи рублей, по 14 тысяч рублей. Я купил ее, получается, за 480. Можно микрофоны ей, кстати, проверять. И раздражающая штука. Те, кто поймет, зачем еще можно такую штуковину держать, те поймут. Хотя вряд ли кто-то что-то смотрит. Все понял. Выбираю себе новый смартфон. Error. Смотрите как. Vibro у него OS 3, я еще не знаю. Я Neo 9 Pro сегодня выгружал обзор. Сегодня мы только начали тестировать. Я наделал фотографии уже. Его, в принципе, гонял чуть-чуть. У детей в YouTube не открывается эфир. Подскажите, что можно сделать. Я человек, который 6 лет не мог нормально настроить стримы. Вот сейчас у меня первая картинка за 6 лет нормальная. Кто-нибудь видел у меня такую же приличную картинку? Когда-нибудь? Кто-нибудь когда-нибудь видел такую же приличную картинку у меня или нет? По-моему, это лучше. При том, что там можно было настроить качество картинки, а не скорость передачи. Наверное, надо в следующий раз попробовать качество. Дальше. У OnePlus всегда, к слову, вибра хорошая. А эфир может быть у детей заблокирован, потому что у них детские... Вообще детей, я так понимаю, может и YouTube заблокировать. У них не может быть аккаунта на YouTube, или может быть? Они вообще могут стримить? По-моему, нет. Кто хочет из стана Poco, берите К70 за 32.
Ну, тоже такой себе совет, я вам скажу, потому что Redmi K70 будет висеть как и 70 Pro, как и 70 Ultra очень долго на Авито, если вы решите продавать. И объяснить людям, что это то же самое, что Poco, очень сложно. А стоимость примерно такая же. Перезайти на сам YouTube, перезапустить. Нет, он имеется в виду, на YouTube не открывается эфир у детей. Это в плане стримить, наверное. Или имеется в виду эфир мой. Меня дети смотрят. У меня там женщин-то нету в процентном соотношении 0. Одна опоссум, наверное. Опоссум меня смотрит и все. Я на полгода еду в Китай и сейчас выбираю себе смартфон, которым буду пользоваться там. Основные критерии: хорошая камера и способность запускать игры на автономности, русскую локализацию безразлично. Так вы там и купите, когда будете там. А туда едете с любой вообще, любым стареньким смартфоном, как-нибудь он доживет у вас. И когда туда прилетите, тогда увидите, что будет на скидках. Вы не написали ни цену, ни какими вы любите пользоваться операционными системами, ни ну вообще ничего. Oppo Find X7 Ultra у тебя перед отправкой активировали? Не знаю. Вот прям даже не интересовался. У меня вообще была история, что я X7 и X7 Ultra отказывался. То есть я их заказал сначала, мне их не отправляли. А потом до меня дошло, что не начались еще продажи. Потом, когда они начались, отгрузки, у всех они стали стоить на 200 баксов дешевле. Я написал: идите вы в топку. Они очень долго не хотели отрубать мне заказ, но в итоге отрубили. И я заказал там же только на 200 долларов дешевле один смартфон, и на 150 долларов дешевле другой. А Possum — это девушка, офигеть. Ну так имя подразумевает. Айдар, глобалки не принципиально. Мне главное экраны и проц. А экран? Чем выше плотность пикселей, чем лучше экран, тем меньше автономность. Чем выше яркость, тем меньше автономность. Вообще много всего. Ваш эфир. Я не знаю, кстати, почему. Не для детей, потому что у меня эфир. Ну, то есть, объективно, у меня всегда стоит пометка «не для детей». И по мне, это очень правильно с моей стороны. Нет? Сейчас проверю, кстати. Настройка трансляции. Подписчики, кстати. Ограничение сообщений. Ничего не настроил. Вот тоже под прошлую трансляцию настроил, под эту нет. Сведения. Если кого-то переклинит и вы скинете донат, то не забудьте написать в общий чат, потому что он у меня, мне кажется, опять не сработает. Это не намек на то, чтобы посылать, это просто если пошлете, чтобы вы были в курсе. А то потом обижаются люди. Так, OnePlus 12R. Вообще круто, что они 12R выгрузили. Значит, у меня будет обзор на него заранее. Это очень-очень супер. Очень-очень хорошо. Так, видео подходит для зрителей младшей. Да. Нет, так у меня все, нет ограничений под детей. Вы зря. У меня ограничений под детей нету. OnePlus. Как я вовремя, да, стрим сделал? По поводу 12R еще пришла тема. Но вообще вот эти вот все урезанные OnePlus, они для меня, вот допустим, на Snapdragon Gen 2, но он получше, чем на Gen 3 сегодня. И его хватит еще и Гиге, и Йохохоу насколько. И если бы S3 не был бы блокирован у меня, я бы сказал такой: если вам не нужна сотовая связь, если вы живете в большом городе, то можете сэкономить себе 10 тысяч рублей. Но так оно и есть. Так, у Xiaomi 13T и Redmi Note 13 Pro Plus имеют IP68, 13T вышло в сентябре. Пам-пам. Я бы 13T все равно взял. Хотя там процессор мне... Я подписан на все каналы, дети тоже хотели подписаться, а эфир не открывается. Они тоже хотели посмотреть. Похоже, до 14 лет нельзя эфиры смотреть вообще. Я не в курсе, честно. То есть у меня просто-напросто аудитория... Я сейчас вам могу сказать даже. Ну, понятно, что YouTube, он чуть-чуть обманывает, если не сказать капитально обманывает часто. Ладно, давайте не буду пока заходить ни в какие ресурсы. Вот.
Так, это дело закончится, и мы, наверное, играть начнем, потому что иначе очень сильно стрим ну, смотрите, 84 человека в онлайне. Мне кажется, что все говорит о том, что, ну, ты сказал 100 человек в онлайне, и будешь теперь 24/7 вести стримы. OnePlus 12R тот же смартфон, что и S3, но там есть 20-й и 7-й бенд. Но отсутствует 34-й, но это если речь идет про евро-версию. Просто там еще индийская, она дешевле. И там нет 7-го и 20-го. О, ролик по звуку очень слабый. Шурам напишите, что ролик по звуку очень слабый. Давайте я усиление. Блокировать громкость. Расширенные свойства звука. Пам-пам. Баланс. Смещение синхронизации. Я могу погромче сделать. Давайте на 5 дБ. Напишите мне, реально ли это стало громче или нет для вас. Но вообще должно стать громче. Мне одному интересно, какой у Александра основной телефон. Ну, конечно, это 15 Pro Max, но если бы я сейчас покупал, то есть я покупал просто себе и Игорю, оператору 15 Pro. Точнее, я понимаю, что 15 Pro лучше iPhone. О! Саша, привет, очень давно. Это первый донат на канале. Прикиньте. Так, теперь мне надо его найти, что там было написано. Тихо. Это вообще что-то не страшное творится. Почему я не успел прочитать? Надо, наверное, секунды какие-то выставить там. Пам-пам, 5 секунд. Experience. Отличный звук, спасибо. Саня в OBS шумодав вруби. А где? Блокировать громкость. Расширенные свойства звука. Свойства. Фильтры. Я могу фильтр включить, да? Фильтры. Фильтра аудио. Нету. Плюс. Трехполосный эквалайзер. Усиление шумоподавления. Окей. Все. Включил. Получилось? Напиши. Я понимаю, что это кондишн работает, и вы его слышите. Но все бывает, так сказать. Потому что мимо мы можем не пролетать, да? 12 прокруток. Все равно кондишн убираю. Все, Илья, вижу ваш донат. Привет, очень важно твое мнение и совет. iQOO 12 или 12 Pro? Водопад это круто, стоит ли переплачивать? Водопад для меня это не круто и переплачивать не стоит. Вот. Ответил. Еще лучше стало. Влади, ну вот люди разбираются. Стало без шумов. Супер звук, кондер не слышно. Подписчик Ил, спасибо. А это слышно? Получилось, но мне кажется, агрессивное шумоподавление. Какое есть. Теперь голос сильно искажается. Вы ощущаете? Я 6 лет и я стримлю. Вау. 6 лет, и я более-менее адекватно стримлю. Все относительно, как говорится. Дмитрий Герланец. Особо приятно тебя видеть, что ты дошел. Звук кондера пропал. Ей, а он есть. Его не может не быть. Не забываем прожать лайк. Сергей Смирнов. Какие еще у нас вопросы были? Ролик, который вышел. Ролик, который вышел, Альберт, это был iQOO Neo 9 Pro сегодня. А сейчас мы гоняем с вами OnePlus Ace 3. Вот, Neo 9 Pro. Адекватный звук, все отлично, спасибо. Ну, круче шуровского микрофона я ничего не куплю, честно. Потому что я просто с остальными надо уже покупать аудиокарты, и мне это неинтересно. Ну, то есть, я 1000 раз говорил, что в том мире, в котором я живу, видеоблогинга, либо ты Вилсаком, либо ты тусовка с Вилсакомом, это 3 канала, которые ему принадлежат, миллионники, либо ты пытаешься договариваться с продавцами и с магазинами, чтобы получать все это дело первым и быть в просмотрах за счет того, что ты первый. Но там минус в том, что ты бежишь. То есть, если ты не выпускаешь первый, то ты теряешь просмотры, ты теряешь аудиторию. У меня аудитория, вот вы пришли, понятно, что это новинка.
Но эта новинка 99% населения не нужна, даже те, которые о нем знают. Дополз домой. Ей, Мармозе решил ничего не отправлять. Ладно. Вот. Ждем обзор на эти штуки китайские. А не будет обзора, это у меня уже был в телеграм-канале скидок маленький видеообзор на эту штуку. А теперь, если какие-то мелкие покупаю штуки, допустим, угриновскую ногтегрызку, я тоже на нее делал. Ну, тоже оверпрайс, то есть ты ее покупаешь там за сколько? 470 рублей или 430 тоже отдал. Она сейчас 370. Ну, ты 10 их штук купишь, не худшего качества. Но у меня вот такая пластинка угрин. Не реклама вообще, Угрим, Базеус, в топку их. Но, с другой стороны, они живы так долго. А ролик, который вышел, у тебя слабый звук. Может быть, у кого-то слабый слух? Привет, как думаешь, хорошая ли покупка будет Pixel 7 БУ за 3... Вообще БУ пикселей нет. От пикселей все очень сильно избавляются. 1 миллионный блогер, который мне 3 месяца назад рассказывал, что пиксели хорош, от него отказался, чему я несказанно рад, потому что он понял, сколько глюков у этого дела, какой это ужасный экран, и что они просто качают деньги за счет того, что если ты рассказываешь про пиксели, это YouTube, YouTube принадлежит Гуглу, пиксель принадлежит Гуглу, и, в общем, они формируют общественное мнение о себе, им можно запихивать туда любое. Ногтегрызка прикольная, спасибо. Дима Вайпер. Дима Вайпер имеет очень молодую аудиторию, и он техно... Я не хотел бы быть Димой Вайпером. Точно. Не-не-не, вы можете миллионников вспоминать свободно. У Димы Вайпера 2 миллионных канала, он уникален. Я бы кукукнулся просто делать контент, как он. Спасибо за донат. Сейчас я прочитаю его, кстати, в Donation Alerts. 5 секунд. Там проще. OnePlus 12 или Realme GT 5 Pro. Смотрите, если у вас не ограничен бюджет, то лучше глобалку OnePlus 12 брать. Однозначно. Если ограничен, то Realme GT 5 Pro можно разблокированный, потому что, вот, допустим, я долго им пользовался. Уже его купили, и никто его не блокирует. Нас будет 1000. А Disaster, еще раз повторяюсь, у меня аудитория взрослая, преимущественно. Я безумно вам благодарен, что у вас есть время на то, чтобы прийти и с нами дружно пообщаться. Иван, мы тоже вам рады. Вот. И в целом, это же хорошо, что мы имеем возможность, я имею возможность купить это дело, потом продать, погонять, сделать обзор. А у вас есть возможность прийти до обзора, оценить для себя, стоит ли на него вообще смотреть. Взять что-то за плюс-минус 30 тысяч, если хочу хорошую запись фото и видео. Samsung A54. Ты не получишь все сразу. iPhone бэушный. Все. Нет ничего в этом ценнике, чтобы я сказал, да, сам OnePlus, этот Pixel 7a. Просто пиксели, они разваливающиеся смарты. Там будет хорошее фото и видео, только фото не для рендера. Потому что у пикселей кодировка просто днище. Так же, как у Xiaomi 12, до 12. То есть Xiaomi 13 и 14 они поменяли кодировку, а с этими ты будешь химичить до упора. Опять же, ты можешь меня не слышать, можешь меня не слушать. Я не из тех блогеров, которые красят видео для того, чтобы вы выбирали лучший смартфон, когда они ходят со сравнениями. Я вообще очумел, когда я говорю, я этот скрин буду вечно хранить, когда мне подписчики скидывали, что ты тоже красишь. Я не крашу ничего. И мое мнение, это мое мнение. Если я рассказываю вам о каких-то особенностях, я хочу, чтобы вы даже, будучи блогером, и получив больше подписчиков, чем я, и аудиторию, когда-то там сказали, что вот Саня с такого-то канала, который все еще такой, он мне посоветовал, и спасибо ему за это. В общем, кратко, с пикселями будет беда, если вы будете сработать с видео, если вы разбираетесь плохо в кодировках, потому что вам необходимо будет делать все это, перекодировать. Сложно ли продать Oppo? Нет. Если в те же деньги, нет. Если ты будешь покупать это не, ну, на Алишке на той же.
плюс 30 тысяч БУ iPhone 11 нет. А 30, а 50. Дизастер. Ну, мы пытаемся в бюджет уложиться человека. Он не понимает, ты пишешь 30 тысяч рублей, я тебя откачу. Это 21 тысяча рублей год назад. Это 300 долларов. Это 300 долларов. Это не большие деньги. Это дешевый средний бюджет. Это 300 баксов. Это дешевле, чем Poco. Это так же, как Poco X6 Pro. То есть, да, игровой смартфон, допустим, это iQOO Neo 9. А по съемке, ну, пиксели, да. Но опять же, развалится, не развалится, экран будет дно. Что будет с твоей кодировкой, как ты будешь с ней работать, это твои... Нет, бэушные яблоки тоже не брать. Вообще ничего не брать бэушного. Neo 9 или Realme 11 Pro Plus. Я бы даже их не сравнивал. То есть до такой степени разница огромная. Для меня реально iQOO. Вы там просто сравните сенсоры и чего. Я аж повис. Абсолютно два разных устройства по классу. То есть по мне Neo 9 выше классом. И мощности у него есть для этого, чтобы с И вытягивать все, что вам надо. Опа, прошел. 99% устойчивости, вы поняли? Вот она, магия подставки. Учту ваше мнение. Можете не учитывать. Я буду только рад, если вы купите Pixel 7. Подумайте, что я подлое существо, когда у вас будет все плохо. И потом начнете смотреть мой канал. Ну, с негативом, конечно же, но вы только так запомните. Я не советую брать что-то, я просто говорю, что стоит своих денег, да. Если для фото стоит. Так, ну что же, мы переключаемся на игры. Сейчас мы дадим его чуть-чуть остыть, потому что он чуть-чуть согрелся, и это естественно. 38,9 и лицо 38,9. Same. Не так и долго он гонялся, поэтому все будет good. Зато процентов съел и Гиги, и Йохохоу, к слову. Что-то... Ну, сейчас я зайду сюда. Напоминаю, смотрите, что здесь есть вот такие штуки магические во всех смартфонах. И я никогда не использую вот это вот дело. И видите, гейминг. Мы получаем такую же задержку, но, по идее, больше FPS. Это не про мой подход. Вот как раз докачается сейчас. Вот. Redmi Note 12 Pro 12 Turbo, разблокированный продавцом на свой аккаунт, перевел на Китай прошивку, но HyperOS теперь не... Я вообще не лезу туда. Друг, я не лезу в заблокированные смарты, я вообще не про это. Вам на какие-то другие, вам на форумы надо. Без обид. Так. Дальше. Все еще SARS. А вариант перешить китайский OnePlus 12 на глобалку, конечно, вариант. Скорее всего. Бенды у вас появятся? Блокировка не прилетит ли? OnePlus 12. Посмотрите мой обзор, пожалуйста. Там не только проблема в бендах даже. То есть, по мне, это не самое удачное устройство, если не глобал. Опять же, чтобы узнать, блокируют ли их в этом случае или нет, вам нужно подождать месяца 3, когда кто-то, как вы, купит OnePlus 12 китайский, перешьет его на Global, и после этого вы благополучным образом увидите в форумах, заблокирован он или нет. И то, если он напишет, что он у него заблокирован, потому что, может быть, он захочет его продать и блокировать, и про блокировку ничего рассказывать не будет. Вы бы как сделали? Ну, вы поняли идею. Если тем более он каким-нибудь перекупом будет продавать. 5 секунд. Что взять на Xiaomi Note GT 2 Pro? Желательно плоский экран, Gen 2 плоский экран, IPS. Ничего. Я сейчас объясню вам почему. Что GT 2 Pro вы покупали за копейки когда-то. Когда был доллар по 50 с лишним. Я говорю, вот эта ломка, которую сейчас будут испытывать те, кто покупал OnePlus 9 Pro. OnePlus 10T даже зацепился. Когда курс был 50 с лишним,
Вы понимаете, что сейчас вам нужно покупать устройство в долларовом эквиваленте в 2 раза дороже того же класса. То есть, чтобы получить тот же класс, вам необходимо покупать устройство не за $300, а за 600. Поэтому ничего я вам советовать не буду, пока вы не пропишете полностью условия, либо напишите его в телеге взаимопомощи еще где-нибудь. Я знаю человека, Николай, вот эти вот человеки, которые разблокируют тебе навсегда, и будет ли он бесплатно это делать? Или вы хотите прорекламировать здесь кого-то? Не надо. А если не бесплатно, то тогда это все плюс к стоимости, а может быть тогда стоит рассмотреть глобалку, а если он еще и заблокируется после этого, а если еще и доступ к смартфону, вполне возможно, он еще какие-нибудь данные потом у вас стырит. Но мы же не будем об этом рассказывать, правильно? Мы же взрослые люди. Хотите прорекламировать человека, который будет иметь доступ к каким-то смартфонам, которые кто-то купит, можете это делать, но не здесь, пожалуйста. Так, сейчас мы все догрузим. Он все это быстро сделает с Wi-Fi. Сейчас я его подключу к быстрому Wi-Fi, а он уже к быстрому подключился. И быстренько проверим, как он, кстати, еще и грузит на гигабитном интернете. И потом заходим в Twitch и ждем в PUBG, в New State. Это чтобы он не подглючил у нас. Если рассматриваете свой смарт с отсутствием 20-го бенда, нужно проверить свой нынешний телефон, на каком бенде он работает в данный момент. Да, какой у вас оператор, потому что, допустим, как я знаю, у Мегафона есть 20-й, не бесплатный. Николай, это бесценная информация, еще раз вам повторяю, если вы еще раз сейчас напишите про это, вы здесь будете заблокированы. OnePlus не блочится, блочится именно там, где его официально продажа от завода. Хорошо. Я говорю, вы понимаете, в чем химия? Вы просто рассказываете сейчас про очень классные смарты, это хорошо, но и советуете, допустим, как их приобрести. Но не понимаете, что в те же деньги альтернатив просто море. То есть, а если море альтернатив, зачем обращать внимание на эти смарты? Зачем кому-то платить, думать, ждать, что это какой-то уникальный бренд? Скоростольник, Саня. Нет, я не имел в виду сегодня, я имел в виду, что в принципе постепенно, если мы будем догоняться до 100 человек в онлайне, то есть смысл мне делать эти стримы. Получается перепрошить Vivo IQ 12 Pro на Global. А зачем? Вы меня просто убили. У IQ есть русский язык и Google сервисы сразу. Чтобы обновление убить или для чего? Раскройте мне страшную тайну. Бенды агрегации частот у них других не появятся. Как мне писали, я вот сейчас перепрошью, у меня бенды появятся. Не появятся, агрегации частот не появятся. Вот что есть в смарте, то и останется. Коэффициент скругления экранов, я не знаю, где он. Ну, идея норм, но мне кажется, что это уже уровень заморочки, учитывая, что мне вообще скругление не нравится. Ace 2 мне обошелся в $325. Ну, сейчас Ace 3 стоит $380. 390. У индийской версии 12R нет 7 и 20 бенда. У них есть 7 и 20, но нет 34. А агрегация частот у них такая же. Ну, говорю, мы можем долго... Я еще раз повторяюсь, мы не топим, и я сейчас не топлю за этот смарт. Мы с вами встретились пообщаться по поводу новинок. То есть у кого-то есть новостные штуки, у кого-то есть еще что-то. У меня есть, допустим, желание с вами общаться вот так, чтобы в роликах говорить или где-то там в телеге. Хотите у меня спросить совета, приходите на стрим. Все. Просто на Твиче это не так комфортно для большинства. Это раз. А ввиду того, что на Твиче некомфортно, и ввиду того, что еще не все знают, что я здесь планирую долго стримить, то привыкнет ли народ к этому формату, нужен ли людям этот формат, и на что мне тратить время, разумеется, я таким образом проверяю. Не забываем прожать лайк. Да, может быть, мы с вами разменяем
100 человек в онлайне, это будет очень круто, потому что, повторяюсь, это у нас 4-й стрим технически. И, может быть, уже пора разменять 100 человек онлайн, хотя у нас сегодня не выходной. Напоминаю всем, кто беспокоится, когда у меня онлайны, допустим, презентации ПОКа, у нас было в пике 1182 человека онлайна, 100 человек. Всем огромное спасибо, что пришли. Меня зовут Саня, основной канал Пользанет, 325 тысяч подписчиков. Вот там вот вы видите отражение лейбла. И почему игнорируем вопрос? Какой именно Екатерина Букреева? Когда 100 человек в онлайне, я не вижу ваш вопрос. Вы можете повторить, попробовать через минутку. Вы лучше бы повторили вопрос, и я бы его вам прочитал, понимаете? Вот это самое неразумное, когда люди пишут, почему ты не отвечаешь на вопросы, я это читаю. Да, где ссылка на Twitch? Николай Нестеренко в описании к ролику, и плюс я сейчас, когда запущу Twitch, народ, может быть, в моей личной телеге покидает, или в телеге взаимопомощи ссылку. Всем хорошего стрима, Иван, вам тоже великолепного сна. OnePlus 12 или Xiaomi 14 Pro. На руках OnePlus 10, ник Libra. Только ты сможешь себе ответить, ты хочешь слезать с OnePlus или нет. Я бы не слезал. Сори за ответ. Под конец стрима пришел. Никита, мы еще не начали даже. Мы еще не начали. Поэтому можешь не беспокоиться. Кстати, пока он качал, он все равно чуть-чуть нагрелся. Ну, чуть-чуть. 33. 35. Все. Сейчас я выхожу на Twitch, как и вы. Надеюсь. Точнее, сейчас, наверное, открою New State. Потом зайду на Twitch. Потом поменяю сейчас вид. Вы будете видеть игру. Но также вы будете слышать меня и видеть меня частично. И будете видеть ручки мои. Как вы не устаете от потока гаджетов? Apple музыка. У меня нет вообще формулировки, я устаю от потока. Я устаю от того, что я спать ложусь в 5 утра. Последний год. 3-4-5, 3-4-5, 3. Если я лег до 3, то я уже прям бодрячком с утра. Вот от этого я устаю. А от гаджетов-то чего уставать? Мне нравится. Мне не нравится, когда я встаю в... Ну, вот, допустим, мне не нравилось, что я не мог настроить стримы. Мне не нравилось, что у меня не было времени с этим разобраться. Мне много чего не нравится, но в основном это не нравится мне не в плане потока гаджетов. Не нравится объяснять одно и то же миллиард раз. Поэтому, наверное, много очень заблокированных у нас. Но мне так проще. Вот я так могу функционировать. И поэтому, наверное, люди смотрят. Потому что, опять же, можно сказать, что там в онлайне у нас только 89 человек. Правильно? Вот сейчас такая формулировка возможна. А возможно сказать, что у меня живая телега на 100 с лишним тысяч, 104 тысячи человек, которая 0 копеек потратил. То есть это люди, которые заинтересованы в скидках. Или мой YouTube канал, 425 тысяч человек, тоже 0 рекламы. 35, по-моему. И каждый день обзора. И стабильно 3 миллиона просмотров в месяц много лет. Вне зависимости от. Иногда больше, иногда там 5. Пам-пам-пам. Я в ссылку кинул базу данных по мобильникам. Как понять базы данных по мобильникам? Вы для того, чтобы существовать в социуме, должны как бы заручиться сначала поддержкой кого-то из этого социума, правильно? И потом, у меня нет интереса, чтобы народ, я сейчас сформулирую вам грубо, хотите, вот прям совсем неприятно. Мне не интересно, чтобы в телеге взаимопомощи кто-то сидел, тогда люди не смотрят обзоры, тогда люди больше разбираются, с одной стороны. С другой стороны, я как бы хочу помогать, и поэтому я ее сделал. Кому-то она помогает, 5 с лишним тысяч человек ее читают уже много лет. Там драконовские правила. У меня в моей личной телеге менее драконовские правила. Так как они менее драконовские, вы можете туда подписаться и там общаться. Чтобы общаться без проблем, долго и упорно в телеге взаимопомощи, нужно знать кого-то из администраторов. С ними подружиться. То есть это место должно быть френдли. И это не для вас должно сделать френдли, а либо оно вам подходит, либо нет. Оно само по себе уже френдли для 16 тысяч человек. Там тоже нет ботов, мы их чистим. Нет, у меня нет сил, дневник снеговика. У меня просто нет сил. И в 99% случаев в новостные выпуски кто-то пишет.
То есть людям пишут их, и они сидят перед камерой, рассказывают, потом монтажер их нарезает. Таким образом ты увеличиваешь количество подписчиков. Мне, я еще когда 300 тысяч у меня было подписчиков, сказал, мне подписчиков хватает, все. 300 тысяч это круто. 10 тысяч на просмотр ролика это прям нереально круто. 100 человек в онлайне на основном канале во время стрима это круто. У нас в основном на основном канале во время стрима 1000 человек в онлайне, чтобы вы понимали. Вот. И так, 1080p 30 fps мы выставим. Infinix Zero мы гоняли, помните? И сейчас мы OnePlus 12R напишем, потому что народ не понимает. Лайфхак, чтобы было 8 человек в онлайне. Сейчас вы увидите, как я это все дело делаю. Делаю. Масло масляное. Очень некрасиво звучит. Как я начинаю стрим. И потом мы с вами уже сможем общаться. Не забываем прожать лайк. Формулируйте пока вопросы. К слову, о птичках. Чуть не забыл. Мы же все это дело должны... Нет, я переключу, когда я Twitch включу, да? Когда я Twitch включу, я переключу. Вполне возможно, я это дело потом выгружу потом на лайв-канал, но не факт. Опа. Ничего себе, он уже отрубил. Всем привет, вы на канале Польза.нет Лайв, меня зовут Саня, если вы видите эту запись, знайте, что одновременно у нас шел стрим со всеми подписчиками, и мы будем сейчас тестировать OnePlus 12R, точнее OnePlus Ace 3, но это одно и то же, только единственное, у OnePlus Ace 3 есть блокировки и нет бендов, те, которые вам нужны. В принципе, просмотры я уже относительно убил. Напоминаю, что мы одновременно на максимальной яркости гоняем на максимальной герцовке данный смартфон и смотрим, как он будет себя вести в PUBG New State в онлайне. Перехожу в игровой процесс. Надеюсь, что это дело не вылетит сразу. Если вылетит, то вылетит. Тестируем мы все в одинаковых условиях и не вылетело. Ура! Не забудьте подписаться на канал с колоколом, если я все-таки это дело выгрузил, в чем я сомневаюсь пока. Переходим к сцене 2. Что-то пошло не так. Все пошло так, потому что что? Почему-то стрим не идет, хотя стрим идет. Стрим идет. Все, киношный режим. И единственное, чего не хватает, это меня. Правда? Сейчас 5 секунд. А то народ не идентифицирует, подумает, кто там что гоняет левое. Кто-то левый, что-то левое гоняет. Чтобы знали, опа, не то я скопировал. Настраиваем все. Очень интересная тема получается, OBS, если ты добавляешь, а не вставляешь, то получается какая-то лабутень. Так, стоп. Сейчас я уменьшу лицо. И все. И мы можем играть. Да? Да, так будем играть или в правое лицо, в правом верхнем углу? Давайте в правом верхнем углу. Вот. Пам-пам. Мы сейчас что делаем? Проверяем, чтобы у нас яркость не ушла. Вы и так все видите. Кстати, по менюхе. Давайте-ка быстро пробегусь, пока мы в Твиче. Кому будет интересно. Еще раз. Об устройстве. ColorOS. Минималочка у него по характеристикам. Оперативки с расширением только 4 гигабайта. Многие видят какие-то изменения, когда ее добавляешь. Но обычно у третьих эшелонов видят. Ну, вы поняли. А у нормальных смартов не видят. Можно больше приложений держать в фоне. Яркость. Повторяюсь. 1300 люксов. Запоминаем. И начинаем банкет. Что-то там кто-то написал. Не надо контролить каким-то образом стрим. Поэтому я извиняюсь заранее. Мы все равно будем пока искать. Чуть не забыл. 72%. Секундомер. Пам-пам. Все запомнили 72%. Секундомер я включил. Секундомер. И 72% напишу здесь. Чтобы не забыть.
Потом скажете мне, в скольких смартфонах мне проверять, где я что писал. Процента. Все. И вот что я достал, чтобы контролировать стрим. Контролировать, смотреть стрим, что вы пишете. Есть. Есть. Что же не так? Польза стрима. Все равно еще не нашел. Так, в онлайне у нас 79 человек, 78. Спасибо всем, кто пришел. Выставляю себе. Пока напоминаю, что у нас еще тестовая вся эта штука. Я, скорее всего, улучшу качество видео в следующем стриме. И все. Но опять же, правильно говорят, что учитывая объемы, вы должны делать чуть скидку. Зато мы проверяем все и можем сказать, что у нас лучше из всего. А второй монитор надо замутить для контроля стримов. У меня уже есть, вот он стоит. Окей? Пойдет. Поверьте мне, пойдет. Котлета нет. Саня, звук на Твиче ужас, жесткий перегруз. Да ладно. Хотим шим проверить. Так, жесткий перегруз. Я понял. Фильтра. Это просто сейчас. Сейчас все будет. Шумоподавление. Окей. Проверяйте. Вот сейчас лучше? Или не лучше? Могу ослабление поставить. Напишите, пожалуйста, по поводу звука, потому что тоже сейчас все еще настраиваем только. Нет. Что не лучше? Нет. Что нет? Показали на OnePlus цену 949 евро. Я не хочу их видеть. Пусть они останутся у себя и будем покупать разблокировки. Игра только в звуке. Не-не-не-не-не. Я говорю про... Не про Twitch. Мне народ в Твиче пишет. Лучше. Все. То есть пойдет такой звук или нет? На YouTube. Лучше, но на совсем чуть-чуть. Хорошо. Тогда делаем так. Я понял. Бине, а дело было в Шуре. Не может быть изменения звука. Вот так лучше. Проверяйте. Очень странно, это когда переходишь с одной сцены на другую, очень сильно меняется все. Если есть предложение, как что делать, вы пишите. Не забываем прожать лайк и подписаться на канал. 704... Давайте 1000 человек набьем. Нормальный звук. Я запутался. Эмиль, хороший звук или нет? И через 10 секунд мы падаем на борт. Закругления. Здесь закругления не дикие, но все равно я повторяю, что мне удобнее не с ними. На Твиче хорошо, на Твиче нет звука. Ничего страшного. Так и должно быть. Мы к этому привыкли. Было бы по-другому, было бы скучно. Так, с чем я нагрелся сразу? Почему мне никто не напомнил? Мы вообще не поставили графон нормальный. Приличный графон. HD текстуры нет. Как так? HD текстуры не включить. Прикиньте. То есть на максимальной графике HD текстуры не включить. Да и в топку их. Все, мы сразу видим печальные 60 FPS. Скорее всего, герцовка залочена. И мы сейчас будем пробовать ее разлочить. Почти на 99% я уверен, что вот здесь у нас проблема. Пам-пам. Частота обновления экрана. Отдельных приложений. PUBG New State. Видите? Я молодец. Я еще помню это. Потому что уже нагревался, поэтому помню. Вот. Лог сняли.
Но сейчас, ну ладно, пусть 5 минут вот этих мучений мы тоже запишем в актив OnePlus. Плюс мне в карму. Плюс за то, что я хоть что-то запоминаю, пока я тестирую. Микро нет. Universal спасибо. Но есть картинка. И как мне писал Universal, картинка-то лучше. Где? Кстати, неизвестно, где лучше картинка сейчас. Игру слышно. Ну и отлично же ж. Было бы хуже, если бы не было слышно ничего. Таким образом, с перегрузом мы справляемся. Так. О, я должен выжить, пока не найду нормальную автоматику и не найду броню. Пока тач норм. Хотя довольно странная алиафобка. Не назову ее топовой. Опа. Но не даст себя поднять. Ну и ладно. Но я пока молодец. Пока меня не вынесли. Обычно, когда я это говорю, меня выносит сразу. Ой, броня вторая есть. И все вроде по фэншую. Да? Теперь бежать за дропом. Наверное, поменьше надо квадратик с этим. Опа. Так. Мы его бросили. Он даст нам подняться? Не даст. Ну и ладно. Люди стараются реализоваться максимально в своей катке. И, наверное, в угол. Смотрите, FPS уже все поплыл. Уже ничем не оправдать его. Не, Universal, давай не будем анекдоты травить, а то я отключу микрофоны. Пожалуйста. Потому что вы YouTube мне запоганите. Напишите, пожалуйста, Universal, чтобы он там ничего не писал. А наоборот, банил людей, если будут писать какую-то лабутень, потому что потом мне придется из стрима что-то вырезать. И это будет печаль. Что плохого в Dimensity 93.2.0? Ну, наверное, что ты даже графику не сможешь на PUBG New State вот такую выставить, как сейчас. То есть уровень его оптимизации, при том, что по моим наблюдениям у тебя будет хуже видео, хуже фото, хуже стабильности, и вообще все хуже. А так, ну, опять же, ты сейчас можешь написать, но Vivo X100 Pro лучшая камера, какая только есть сейчас. Он лучше всех рисует. То есть Vivo X100 Pro лучше всех рисует. И видео, и фото. Он очень далек от реальности. Кстати, помните, где там были фотографии, я скидывал с нарисованным лицом? Опа. Да, типок. Это он бросил или убежал? Очень странные дела. Ну ладно. Я не стал рисковать, потому что 414, 416 это тоже норм тема. Да когда же я уже начну играть-то? Сейчас FPS восстановился. Не забываем подписаться. Давайте 1000 набьем. Тут норм. Мой оператор работает на 3-м бенде в доме. Теперь, думаю, нужен для меня 7-й бенд. Вот я о том и говорю. Вот я о том и говорю. Что вполне возможно, те вещи, о которых мы разговариваем, вам и не нужны. Единственное, на какой пулемет бы я поменял, это на 7,62. Что этот у нас не особо мощный. Так, что у нас лишнее? У нас реально очень много патронов. У нас бесполезные иксы.
X3 здесь. Надо X6 искать. И мы в зоне пока. О, еще тип. Опа. Это бот. Сбросил яркость. Яркость сброшена. Яркость сброшена, яркости больше нет. Сколько прошло? 10 минут с момента начала игры. И сейчас я... Он не горячий. Может, яркость успеет восстановить за это время? Но я так не думаю. Ну что такое? Что у него с сенсором? 790 яркость. Ну, опять же, классная яркость. Еще ниже, если сбросить, я, во всяком случае, после катки проверю. Это раз. Ну, а два вам расскажу. Сбросил он еще яркость или нет. Так, а что я делаю? Что это с сенсором вообще? Неплохо, и это, скорее всего, я не так нажимаю. Единственное, оправдываю его в этом. А звук игры добавь. Хорошо. С радостью. Добавил на максимум. О! Из зоны. Ну и ладно. Зато там третья броня. Энергетики есть? Есть. Минута 37. Вот транспорта нет, плохо. А, или он уже двигается, да, он уже двигается. Ну и ладно. Это вторая зона уже, да? 77 FPS, как вы видите, 62 FPS. И напоминаю, что HD-текстуры у нас еще и не включились. Это не так все мрачно относительно 93.2.0, как мы помним. Они вообще ничего, кроме 90 FPS, не дают включать. Но тоже не волшебно. Так, однозначно AUG вместо этого делаю, однозначно X8 нам нужен. X8 100%. Все. Так, все, даже добивать не надо. Жалко, не помню, где я сбросил магазина. Но мне кажется, он вне зоны. Так, все. Очень странно, что он шел и смотрел. Опа. Здесь кого-то кто-то снял. Еще и с пулеметом. Ладно, а мы пойдем другим путем, потому что по-любому эти типы были вот там. Так, как у кого дела? Universal, привет. Немного звук опережает видео. Все норм, звук не может опережать видео. Хотя, возможно, все. Так. Единственное, что нам надо, это заехать в зону глубоко. И найти магазин. 30 патронов мне не хватит. Какое-нибудь отдельно стоящее здание. Ага. Плохая идея. Вот это хорошая идея. Заехать, посмотреть, кого там лупят. X8. Может даже где-то пострелять.
Опа, 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 опа. Ох ты, и здесь кого-то завалили тоже. Я, конечно, как на ладони. Засада, да. Ну, ладно, я еще живой пока. Пока я жив, нечего жаловаться. У них там зарубы и 12 человек. И туда я точно не пойду. Пока меня не позовут. Я еще буду отсюда ждать, что народ побежит. Но главное, мы одной каткой 16 минут уже закрыли. Так что плюс мне в карму. Go в YouTube, там есть микро. Это вот грамотное решение. Уже 10. То есть каждый раз, когда какой-то заруб, там минус человек. Хлоп, хлоп, хлоп. Так, стоп. Можем его так сделать? Не, не можем. Ладно. Окей. А, все так близко. Все, я спалился. Теперь норм игроки побегут все сюда. Скорее всего, сверху. Я сделаю вот так. Без претензий. Все, хана. Сейчас побежит сюда. Потом попытается сверху побежать. Кто первый дернется, да? Зато 90 FPS держит, пока я не двигаюсь. Но уже греется. 10 секунд. Все, побежал. Вот он. Да, я спалился, я знаю. Кто партизаны? Я нормально играю. Как мне играть еще? Когда их типов дофига. Их дофига, я один. Вот и все. Их сквад. Надо было быстрее бежать. Вот. А, нет, это все трупаки. Ну что, я второй хотя бы, нет? Третий. Тоже неплохо. Поверьте мне, это прогресс. 20 минут отыграли. Треть часа. И за 20 минут 9%.
Пока 27 идет. Так. Может, ей лучше в телеге спросить. Болеем за Екатерину. Что с Екатериной не так? Екатерина. Что лучше по звуку? А, это вы меня мучили. Смотря с какими смартами. Как вам такое? Realme к Realme. Redmi к Redmi. Я не шучу, кстати. Это как с яблоками. Есть Sony, есть вот эти вот штуки. А есть все остальное. Подбор матча. Не забываем прожать лайк и подписаться. 914 человек. Может быть, мы все-таки станем 1000 человек. Звук ухудшился. Я не знаю, я ничего не делал. Звук где ухудшился? Котлета Про. Может быть, просто не хватает ЦП на стрим, получается, и одновременно... Я не знаю, чего не хватает. Звук плох. Ну, давайте я отключу просто усиление. Вот сейчас нулевое. Нулевое усиление. Мне кажется, что вот эта игра с усилением лабутень. Чемпион. Заказал на час назад 12 Pro. Элиас, так это у вас спросить, прогадали вы или нет. Вот самый-самый странный вопрос, какой только может быть. Человек купил уже, и за вас можно порадоваться, вы выбрали себе девайс. Все. У меня топы каналов на канале были, топы смартфонов. Следующие топы будут не скоро. Потому что, ну не скоро, я думаю, через месяц. Да? Пока еще рано. Все норм теперь. Ну, это было, наверное, усиление сигнала, то, что 5 дБ я включал. На Твиче так и не появился звук. Спасибо. Ну, у нас основная миссия это погонять его. Айку в прошлый раз у нас сколько? 50 минут жил до сброса яркости. Этот 15, но он сбросил до 8 сотен люксов. 8 сотен люксов это как бы ни о чем. Ну, в плане того, что это очень крутая яркость. Если с 8 сотнями люксов играть, это так же, как если бы Xiaomi 13 T Pro, или что у нас там, что у нас не сбрасывало яркость конкретно. Много чего не сбрасывало конкретно яркости. Все норм теперь. Не забываем подписываться на канал с колоколом, и не забываем прожать лайк. Кстати, сам лайк поставлю. Уже 133 лайка. Так что все в наших руках. И в ваших. У кого и как день прошел. Вот теперь нормально. Ей! Ну все. Все, теперь у меня два извращенских уникальных вида контента. Уникальных. Кому они нужны, это как бы решать вам. Наверное, в первую очередь мне. Вот. А во вторую очередь уже подписчикам. Это обзор одним кадром и подобные стримы. И мне кажется, если ты любишь железки, тебе и то, и другое должно быть интересно. Хотя бы по чуть-чуть. Это не вопрос. Ну хорошо, так я же говорю, поздравляем тебя. Позвал с Твича, спасибо. Норм, работа, дети. Все как у всех. Все как у большинства. Когда есть дети, это хорошо. Когда есть работа, это тоже хорошо. Два в одном. Когда не нужна работа, это как бы тоже хорошо, наверное.
Но мне кажется, крышка съедет, потому что, я говорю, для меня образцы это типы, которые там до 90 лет, до самой гробовой доски ходили, либо работали, либо преподавать продолжали без остановки. Мне кажется, это круто. Когда ты живешь чем-то. Ну, как у меня сейчас спросили. Да, я не думаю, что YouTube вечен. Вот единственное, про что я хочу сказать. И хотя я зарабатываю не с него технически, мне будет грустно, если я им не буду заниматься. То есть я на него подсел. Я понимаю людей, которые подсели на него, и многие думают, допустим, там миллионники кто-то делают ролики, и толком их никто не смотрит. Так им все равно уже. То есть они кайф от этого получают. Они нашли свое дело когда-то. Какую-то аудиторию нашли. Очень даже похож на небота. По луту прям не бот, не бот. Но бот. Я прям уверен. Хотя не факт. Вообще на этом уровне боты есть или нет? Опа. Ну, наверное, те, кто вот так вертится, это все боты. Правильно? Не ботов, кто вертится, не бывает. Или народ уже привык и тоже вертится. Еще и скоряк. С коряком бегал. А я тоже Тату Тунга еще. Не перезарядил и стал с пулемета по нему стрелять, вместо того, чтобы переключиться. О, я буду на тебе тренироваться. Типа, можешь прыгать до упора. Забавный тип. Ну, уже как-то не прыгает. Опа. Оп. Пошел. Хорош. Хорош. Хорош, я подставился. Да выделывался, да? А чего он не умирает? Во. Да что ж такое-то, а? Мне так рано или поздно вынесут дружно. Хорошо, третья броня, да? Он взял у этого, у Гашонова. Все. Можно заканчивать банкет. Сколько я так набил? 4. Вот так. И народ дропается там же, что ли? Очень странные дела. Как у кого дела? Когда кто-то выиграл на стриме, девайс подлетал к цене.
Я не знаю, вы про что у нас разыгрываются только Mi Band. А на стримах вообще у меня еще никаких розыгрышей здесь не было. О, кстати, здесь можно и розыгрыши проводить. Во! Гениально, кстати. Топку основной канал в плане розыгрышей. Пустой. Почему? Миссия выжить. О, дроп. О, не-не-не, наверху я не полезу. Ого, там уже за кого-то завалили. Притом свежак. Здесь уже залутали. Да дайте мне шанс выжить-то. Вот здесь не видно, что залутано. Может, и залутано? Но шанс, что здесь еще никто не бегал, есть. Может, еще шлемак второй найду где-нибудь. Так, 5 секунд. Надо залутаться, потом начну вам отвечать опять на вопросы. Все, почти. Опа. Там был дроп, что ли? А, там, наверное, пусть пулемет, пистолет-пулемет был, кстати. Раз. Если с компа запускаешь трансляцию Твича, где можно вебку вырубить, логично же. Ничего не понял. Вебка на... Сейчас у меня на этом. Зачем мне Twitch? Стримить с компа на Твича. Я с телефона стримлю на Твича. Опа. Кто бы что ни говорил, никакого... О, второй шлем. Наконец-то. Так. Что у меня есть? X4, X3 и зона. Черт знает, где будет зона. И я здесь, как на ладони. Ну и ладно. И FPS почти 90, когда ты не двигаешься. Это очень хорошо. Так. Все, на вопросы теперь. Я тоже думаю IQ 12 взять, но если смысл доплачивать за Pro-версию, мне для тяжелых игр. Для каких? Смотрите сравнение. Обычное использование не играю. Так вот, по поводу вебки на Твиче. Так, у нас 14 живых осталось.
Опа. Да, кто-то из крутых пулеметчиков стреляет. Опа, теперь понятно, куда они бегут. Можем тоже пробежаться. Может и неразумно, но живых 9. В зарубах участвовать полюбас нужна третья броня на голове. И вот эта вот вещь, конечно. И вот эта вещь. Ну что, смогу реализовать и быть тоже где-нибудь 3-5. Кстати, когда ты играешь, ты видишь, что на тебя лазер светит или нет? Когда будет на руках на тестировке, я про 7, я говорю про 7,7 ультра, про все остальное, вот пока вы не видите обзора, вот я могу также его погонять. Погонять его также или нет? Проц поправили. Сколько? 37 минут я уже играю. Ну что, я окажусь в зоне или нет? 8 человек, все по-любому по зданиям. По-любому все по зданиям. Да, не в зоне. Не очень-то и хотелось, да? Большинство слева внизу. Здесь я уверен, что почти никого нет. Вижу. Вон они. И в топку их. Пусть друг с дружкой разбираются. Опа. Хорош. Почти. 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 Угол хороший, но не мой. Я вижу типа вот того. Зря присел. Ну ничего. Попытался. Третий опять. Опять третий, у нас уже 39 минут. Так, что только в PUBG тестирование проводишь? Эмиль, по одной простой причине, потому что в онлайне PUBG New State он тянет, и все, я тестирую в одной и той же игре. Вот и все. Иногда еще в Геншине гоняю, но смысла я здесь особого не вижу. Сейчас мы, кстати, проверим еще раз яркость, которая, по-моему, не сбросилась. Если она не сбросилась, то это прям блеск. Чуть-чуть сбросилась, 714.
690 даже. Вот. Но в целом можно сказать, что он сбросил яркость почти в 2 раза, потому что изначально была 1300 люксов. Донатик прочитайте, 5 секунд. Спасибо большое. А, кстати, да, почему я донат здесь не вынес? Здесь вынесу донат тоже. 5 секунд. А где у меня донейшн? Кузя. Так, почему он еще не... А, идет подбор матча. Не-не-не-не-не-не-не. Есть, еще идет. 5 секунд. У меня сегодня просто донатомет какой-то. 3 доната. По-моему, за год столько донатов не было. А, не, на день рождения было. 7. Подскажите, пожалуйста, мобильник до 60к импонирует 13 Pro. В игрушку не играю, больше читаю книги и смотрю YouTube. А почему не яблоко? Почему 13 Pro? В этом бюджете вообще вы много чего можете купить. iQOO 12 вы можете купить, iQOO 12 Pro вы можете купить. Вы можете купить Z60 Ultra, если вы верите в ZTE. Хотя я в них не верю. Но, допустим, вы можете купить Vivo X100 Pro. X100, по-моему. X100 Pro нет. Если вы хотите глобал не заморачиваться и купить по распродаже, просто 13 Pro сейчас стоит 37, какие 60? Читать книги и смотреть YouTube, 13 Pro хватит за глаза и нечего морочить себе голову, 60 тысяч не обязательно тратить, он стоит 37. Я даже закончу стрим и скину это дело в канал скидок, ТГ скидок, Барма. 37 тысяч, и потом, если что, его продадите, если он вас достанет. Но я так не думаю. Надеюсь, ответил. Привет, поправь в DR и в игре. Ничего не понял. Добавь друзья в игре. Зачем? Ну и вот и все. И все, что они хотели сказать, уже не сказать. Что с играми не так? Меня вот OnePlus 10 Pro еще держится в играх, вроде не душит, хотя и не играют долго. Еще раз, мы тестируем, мы с вами, или я тестирую, хорошо, смартфоны по одному и тому же лекалу. Как мне пишут, вообще неинтересно, скучно, всегда одно и то же. Ну, еще раз, вот все проводки, красивые подсъемы и попытки убедить, что вот вы знаете, что такое маркетинг? Это либо в руку дать, либо дать в руку что-то кому-то, либо красиво снять, чтобы у человека появилось желание обладать. Я повторяюсь, что моя политика канала как была, так и осталась. Я очень хочу советовать что-то хорошее и лучшее. И поэтому я делаю топы. А обзоры, когда я делаю, я ориентируюсь на цене-стоимость. Потому что когда ты получаешь игрушку, и если Лего ты игрушку не продашь, то смартфон ты можешь продать. Вот сколько ты потеряешь от этого. И, опять же, какой эффект будет у тебя. Если ты будешь видеть, что яркость сбрасывается, допустим, 690 люксов, это вообще волшебная яркость. Ее за глаза и за уши. И это пока и все еще классный телефон. Если до 5 сотен, это уже не супер классный игровой смартфон. То, что нет прямых граней, это уже не супер классный игровой смартфон. И вот много таких моментов моих. И это субъективное мнение. Если бы я, наверное, танцевал, не знаю, женщин добавил в ролике, там, с фоточками, или я не говорю, что это плохо. Я говорю, что мой контент это мой контент, и я выбираю, как его делать. И все. Да Z60 Ultra это ZTE, вот что бы кто ни говорил, опять же, можно вкусно, красиво это снять, но это третий, но это не третий, хорошо, это второй эшелон. Это 35 миллиметров, так же, как и здесь, вот вы видите на Sony 35 миллиметров, только эта картинка нереально бомбезная, а на смартфоне она всегда будет смартфоновой, потому что это физическое размытие, потому что фокус здесь фиксированный, там нет. Так, стоп. Давайте я сейчас начало-конца пройдусь сначала. Что там тип уже какой-то спрыгивает. У меня автоматического оружия нет. Иксов нет, вообще ничего нету. Брони нету. Только мешок, в который меня же можно будет запаковывать.
Если я сейчас не найду ничего полезного. Опа. Ну что, ты дашь мне себя поднять? Не даст. Ну и черт с ним. О, ну вот как, вот что, это хотите сказать, ну это если бот, не бот, чувак, то значит просто он... Ох ты, ёшки, как я тупо-то пополз-то к нему. Вообще я обезьянка. Обезьянка. Просто вместо того, чтобы посмотреть, надеялся, что это тоже бот. Сам повел себя как бот. Ладно, зато мы сможем выпрыгнуть сейчас в темпл, в котором почти 100% никого нет. Или в Тау. Но лучше в темпл. Полутаемся и, может быть, доживем еще 14 минут. Миссия прожить 14 минут. Но до темпла еще долететь. Я чувствую, я не долечу до темпла. Ладно. В Биолабе 100% столько людей. Ну и ладно. Вот. 144, 142 лайка. Спасибо. Огромное спасибо. Уже 143 лайка. Не забываем подписываться на этот канал. Здесь мы с вами будем тестировать девайсы. И я почти в этом на 100% уверен, потому что нас уже почти 1000. А на пике во время тестировки у нас почти... Стоп. 100 человек было в онлайне. Это самое важное. Так, Минька. Томми Ган. Все. Можно жить. Можно жить и лутаться. Угу. Я слышу типов. Хотя, может, я себя и слышу. Скорее всего, себя и слышу, кстати. А нет. Там стрельба. Не себя я слышал. Но я скажу так, 40 патронов в Томми Гана это тоже не детские шалости. А вот это еще лучше. Ника. О! Так, и где? Окей. На Минке у меня есть оптика? Есть хотя бы X2. Окей. Надо смотреть, куда зона пойдет, и дальше уже двигаться. Опа, вижу тебя. Так, ладно, не буду тебя выносить. Опа. Ну и что? Если вас только двое, то окей. Да, я возьму вас. Команда.
Ну что? Опа. Вот зачем нужна команда, да? И пока ты не набил ее себе, то ты ничего не сделаешь. Еще и апгрейженный. Так, и нужно вдвоем лутаться. Так, от Твича в итоге откажешься? Нет, это просто дополнительная нагрузка на смартфон. Зачем от него отказываться? Так все норм. Так, надо еще одного человечка найти, и тогда можно. И так я интересно попал под два типа вообще. Там довольно эпичных. Так, арбалеты и все остальное. Давай голосовой чат. Не надо голосовых чатов. Тип не знает, что я стримлю. Может, это и хорошо. Опа. Минька. Так, ну что? Капа. Опа. Расположение врага. Опа. Выманиваем на себя. Мне Я уже понял. Да делайте еще одного наемника. Фреймрейт вы видите.
Хорошо залутанные были. Всем привет, Алексей Никифоров, всем привет. Не забываем прожать лайк, не забываем подписываться на канал. И... О, 12 живых, и нас трое. Втроем реально, в принципе, где-то как-то победить. Опа. Опа. Надо проверить. Не надо. О, 200 патронов. Как так? Разогретый, разогретый он. Смарт конкретно разогрет. Вот сейчас чистой воды не сработал сенсор. Просто не сработал сенсор. О, какой у нас неудачник. Ну да, да, здесь мы просто были... Вот сейчас не сработал сенсор. Если вы видели, как я нажимал, вот он, благополучный экран. Потому что он бросил стрелять... Ладно. Плохому танцору за час 540 люксов. Это так же, как iQOO Neo 9 Pro, который, к сожалению, у нас являлся на Dimensity, а мы его ругали. В целом, по температуре ничего критичного. Он еще меньше разогрелся. 38, чем iQOO Neo 9 Pro. Ага. Морда лица 39,4. Но сейчас не получилось. Вот так вот. Давайте так. 41, точнее, 4. Фронтальная. Извините за французский. Если кому-то не нравится моя лексика, можете меня поправлять. И в следующем стриме я буду, наверное, более. А зачем я так делал? Вот он. 37. То еще подумают, что я его выгораживаю. И все, уже сбросил температурку. Вот.
перегрелся. Да не перегрелся, но 590 люксов это так же, как и вчера Dimensity. Если вы планируете долго играть, то целесообразность думать, говорить, что вот лучше уже этот, потому что он на снэпе, но он дольше держал яркость у нас ярко, прям. И 1300 у него, это очень круто. И вообще он крутой, и в целом вы, в общем, поняли. Так, что сказал у нас простак? Проверяем мы, сколько у нас смогло подписаться людей сегодня, наконец-то. Нам нужна 1000, потом я буду меньше клянчить. 925. 75 человек еще надо. 75 человек. И все будет в огне. Напоминаю, что у меня довольно все просто. Я хочу подключить монетизацию. Как только будет монетизация, YouTube начнет рекомендовать этот ролик. И не только наша тусовка, но еще кто-то к нам будет приходить. То есть это даже, вы прекрасно знаете, что большинство ютуберов не выводят монетизацию, потому что боятся стать иноагентами. Потому что это какое-то там финансирование, и, в общем, непонятно к чему это. Хотя, с другой стороны, платформа такая себе, не с маркером всего хорошего. Это, как говорится, перед вами все карты открыты, мои и не только. И я так и не понял, если честно, где мой стрим. Я его даже не вижу сейчас, прикиньте. Так вот, мне для этого надо 1000 человек подписчиков. В принципе, мы наберем, я думаю, потому что за 4 стрима мы набрали уже 925. Этот стрим еще кто-то посмотрит, и кому-то покажется это полезным. Были аппараты, которые почти не сбрасывали яркость. Были. Айкушки. И не только. Смотрите в записи на лайв. Наверное, может быть, когда-нибудь сделаю топ-10 самых удачных аппаратов для игры. Но я вам и так сразу скажу, что Asus ROG Phone это лучшие графоны. Все. Хи-хи. Саня, спасибо за проделанную работу. Пожалуйста, подскажите по камерам давайте еще накидайте, Анна. Лучше Realme GT5. По камерам лучше будет Vivo X100. Или X100 Pro. Или X90 Pro. Вам. Вы девушка, вам нужна фронталка, чтобы делала вас красивой. И основная камера, чтобы делала вас красивой. К слову, аватарка сейчас этого канала, вот то, что вы сейчас видите, она у меня... Кстати, почему в углу вот такая вот штука? Я вроде ее менял. Настроить вид канала. Подождите 5 секунд, потому что я потом забуду. Вот тут вот правый нижний угол, это какой-то... Вот видите, я ее не поменял, эту штуку. Я его не поменял. Размером 1 мегабайт. Вот, наверное, поэтому и осталось лого старое. Я еще думаю, мы весь стрим ведем, а лого у меня не моего канала, а старое лого. Открыть с помощью Paint. Опоздал. Как всегда в работе. Биг, так это хорошо в работе, когда, правильно? Я наоборот. Спасибо, что зашел. В конце концов, можно всегда это дело уже посмотреть в записи. Почему? Потому что все в огне. Вот, я постараюсь сделать все, чтобы у меня не исчез запал делать стримы с прожаркой, потому что кто бы что ни говорил, вот если бы я был пользователем, я такой, в общем, хорошо бы было стрим. Я бы думал, что лучше, когда ты видишь сам, как тестирует смартфон. Может, кому-то не понравится, может, кому-то слишком жестко покажется. Ace 3 Pro скоро будет... Ace 3 скоро будет 35. Да не думаю я так. Из-за того, что он блокирован, посмотрим. Но то, что третий эшелон конкретно падает в цене сразу после моих обзоров, которые не так и много набирают, опять же, потому что я напоминаю, что третий эшелон, он еще и крутит просмотры самим блогерам, покупая им просмотры. Это не секрет, может, это секретная информация, мне все равно.
Это не моя секретная информация. Но то, что тебе пишут и спрашивают, допустим, мне много брендов пишет и просит купить мне просмотры на канал. Но ввиду того, что у меня с ними нет контакта, то есть это не для них обзоры, а для меня. Я им пишу нет, или у вас больше никогда не... Ну, я увижу, что они куплены. Вот, я им пишу нет, или у вас никогда не будет вообще вашего бренда на моем канале. И они не покупают. То есть то, что в 9 из 10 случаев, то, что я вижу, что купленные просмотры, это прям, ну, пить дать. И хорошо ли это? Наверное, нет. Для меня нет. Для них да. То есть циферки красивые, норм. У меня и так красивых циферок на канале хватает, все постепенно набирает. Почему? Потому что все топорно. Вот. Дмитрий, спасибо, что зашел. Биг, я купил оба рога, и 8, и 8 Pro, и они в пути. Притом, скорее всего, они придут очень быстро. 8 Pro мне уже послали. Вот. И я его еще оплатил супер доставкой. Посмотрим, как это будет быстро. Правда, единственное, мне придется за это дело платить налоги. Ну и ладно. Ace 3. Почему за 40? 38 он стоит. Какое? Надеюсь, что всем понравился новый формат. Новый старый, но уже в новом качестве. Притом я качество подразумеваю прям качество. Я понимаю, что в следующий раз я попытаюсь сделать качество картинки лучше, потому что на стриме у меня подключен приоритет скорости, а не качества. Вот. Топ игровых, кстати, самые ненабираемые из топов на YouTube. В целом, у меня еще месяца жизни минус пришло. 6 смартфонов. Еще завтра 2 прилетит. И это хорошо. У нас будет с вами повод встретиться. Я буду вас безумно рад видеть. У вас будет много перед глазами примеров. И вполне возможно, эти смартфоны, опять же, Ace 3 повел себя фактически так же, как iQOO Neo 9 Pro. BBK. Плюс-минус даже та же яркость. Вот. Подписывайтесь на телеграм-канал мой личный. Взаимопомощи, скидок. Еще раз огромное спасибо всем, кто закинул донаты впервые с дня рождения. Я в шоке. Барма, Серс, особое спасибо, Илья. Остальным огромное спасибо, что пришли. Антон, Алексей, Биг, Дмитрий, Анна, Зидан, Юниверсал, Алекс, Хаген. Так, кстати, я геройски отключил стрим. Да, прекращена на Твиче трансляция. Это было очень подло с моей стороны, что я ее не закончил заранее. Вот, никаких обновлений нет. Девайсу от меня однозначно да, несмотря на блокировку. Напоминаю, что он блокирован. Потому что за эти деньги такое железо это прям вау. Но, разумеется,